Online School of English by Alex Rubinov. Hello guys! Today let's talk about education, and not only about the process of studying and process of learning, and also about the higher education and lifelong education. Образование, точнее обучение, которое у нас идет в течение всей нашей жизни. So, let's start. Начнем мы вот с чего. To graduate from university or to graduate from school. Выпуститься из университета, выпуститься из школы, то есть окончить университет, окончить школу. To graduate from. Здесь важно запомнить, что оно идет вместе с from. Graduate from. Представьте себе, у нас, пока мы учимся в университете, происходит такое постепенное движение от темного к светлому, от незнания к знанию. И вот когда мы выпускаемся из университета, when we graduate from university, мы проходим как будто такой градиент от темного к светлому, да? We graduate from university, и такой постепенный градиент от незнания к знанию, right? Окей, следующее это будет to reschedule. Reschedule – это перенести по расписанию. Вообще просто schedule – это расписание, соответственно, to reschedule something, to reschedule a lesson, to reschedule a conversation with your second teacher – это перенести по расписанию, на какое-то другое время запланировать. So let's reschedule our meeting. Давайте перенесем наше совещание. So, представьте себе, reschedule, да, риск, мы рискуем, когда мы переносим что-то, мы рискуем, как вот дует ветер, дул ветер, да, и мы рискуем этим, reschedule, когда мы reschedule, мы представляем себе, что мы рискуем, когда на нас дует ветер, дул ветер, и мы рискуем, reschedule, right? Следующее, to apply for a program, to apply for a job, это подавать заявление на что-либо. Например, можно подавать заявление на поступление в университет. I wanted to apply for that program, it was very interesting. Та программа в университете обучающая была очень интересной. Or to apply for a job, подавать заявление на какую-то должность. Yes, so to apply for something, мы подаем заявление на что-то. Важно запомнить, что идет с for. Apply for something. Right? То есть мы заполняем какую-нибудь такую вот application, заявление, форму заявления, application form, и представляем себе, что мы получим после этого iPhone. Apple производит iPhone, поэтому если мы подадим заявку, подадим заявление, то мы получим Apple, да, Apple, iPhone от Apple. iPhone от Apple. Application. Apply for. Apply. Да, как Apple. Очень созвучно. Alright, so the next one. On a regular basis. That's very important. На самом деле, это очень важно. On a regular basis. Things that we do on a regular basis. На постоянной основе. Давайте вместе. On a regular basis. На постоянной, регулярной основе. Регулярная база. Вот залог успеха. If we do something on a regular basis, we always succeed. Мы всегда преуспеваем в чем-то, если мы делаем что-то на постоянной основе. On a regular basis. Регулярная база должна быть. Regular basis. Right? Отлично. Следующее это a scholarship. A scholarship. Стипендия. A scholarship. Стипендия. A scholarship. Итак, a scholarship. Представьте себе школу. Школа, да? И из нее выходит такая sheep. Да, овечка выходит из школы. Что получилось? A scholarship. Ну да, действительно, наши scholarship оставляют желать лучшего. But a scholarship. Из школы выходит sheep. Овечка выходит из школы. И, возможно, она получила стипендию. Let's hope so. Давайте на это понадеемся. Right, the next one is an internship program. Internship program. Давайте вместе. Internship program. I want to apply for that internship program. Я хочу подать заявку на эту стажировку, она очень интересна. Практика в университете, например, или стажировка где-либо. An internship program. Alright? И как обычно, представьте себе, интересно, как развивается беседа. Они
говорят in turns, они говорят in turns, то есть по очереди, да, in turn, по очереди. Они говорят свои реплики по очереди, и таким образом внезапно мы видим, что это ведет тоже к овечке, безусловно. Any internship program. Овечка тоже там присутствует, да, когда говорят in turns, по очереди, да, по очереди говорят in turns, и ship пришла поучаствовать, безусловно. Internship program, это же стажировка, безусловно, это же стажировка. Следующее, это a gap year. Gap это вообще некий пропуск некий, a gap year. И вот a gap year это годовой отпуск, типа академический годовой отпуск, длиною в год. A year, пробел длиною в год. A gap year, годовой отпуск, во время которого можно путешествовать или подумать вообще о жизни, что мы хотим, как мы хотим дальше развиваться и так далее. In what way do we want to develop our skills? So yeah, a gap year, годовой отпуск академический, a gap year. Alright? Следующее, to insist on something. Настаивать на чем-то, то есть словесно на чем-то настаивать, что мы точно так сделаем, давайте сделаем именно так. We insist on that. Мы настаиваем на этом. Обязательно обратите внимание, что идет с on. We insist on that. Мы настаиваем на этом. Какой ассистент настойчивый-то оказался, да? Ассистент очень настойчивый, потому что ассистент настаивает, ассистент insists on this plan. Ассистент мой настаивает на этом плане, представляете? Ассистент, он очень настойчивый. Insist on, настаивает на чем-то. Alright? To major in. Вообще интересно, что major, it is my major, это специальность в университете, например, да? Но можно сказать и глагол, специализироваться в чем-то. I want to major in economics. Я хочу специализироваться на экономике, специализироваться в области экономики, to major in economics. Major, как майор, да, точно так же, как major, специализироваться в чем-то, I want to major in that. И майор однозначно специализируется в своем деле, да, major. Alright, so he majors in that field. Okay, и следующее это illiterate, неграмотный, illiterate, неграмотный. He is illiterate, он неграмотный вообще. Представьте себе, и в литературе он не разбирается, и в литературе он совершенно illiterate, он как будто читать не умеет вообще. Illiterate, как он может вообще не знать Пушкина? Вот скажите. He is very illiterate, он совершенно неграмотный. Illiterate. И следующее это competitive. Competitive – это конкурентоспособный. Competitive prices – конкурентоспособные цены. Competitive companies – конкурентоспособные компании. Competitive. She wants to be competitive. Она хочет быть конкурентоспособной, да? So competitive. Представьте себе, компиляция из if. Компиляция из if. Тот человек, который competitive, безусловно, сможет составить компиляцию из if. Иначе какой же он competitive? Иначе он не конкурентоспособный. Он должен уметь составить компиляцию из if. Тогда это показатель того, что он competitive. Согласитесь? Right? Окей. Тогда давайте потренируемся. Я скажу вам по-английски слово или выражение. Сразу же говорите пару английский и русский. Прямо вслух. Поехали. To graduate from. To graduate from university. Выпуститься из университета. Градиент. От незнания к знанию, да? Градиент. To graduate from university. Or to graduate from school or from college. Right? Следующее. To reschedule. To reschedule это... Помните, если мы переносим что-то по расписанию, мы рискуем, и на нас дует ветер. Дул ветер, риск и дул ветер, да? Reschedule. Переносить по расписанию. To apply for a job. To apply for that program. Подавать заявление на что-то, right? To apply for. И мы сразу получаем от Apple iPhone. Apply for. Right? On a regular basis.
On a regular basis. На постоянной, регулярной основе. Да, регулярная база нам нужна. On a regular basis. We do it on a regular basis. A scholarship. I got a scholarship. I got a scholarship. Я получила стипендию. Scholarship. Из школы выходит sheep. Из школы выходит наша овечка, которая сообщает нам, что получила scholarship. Alright? An internship program. An internship program. Тоже овечка, да, безусловно. Internship program, да. Но здесь уже у нас есть какая-то очередность. У нас во время стажировки происходит некая очередность. Interns. У нас происходит что-то interns по очереди. Так вот, это стажировка или практика, да. Internship program. Практика или стажировка. A gap year. A gap year. Годовой отпуск, да, годовой академический отпуск. A gap year. To insist on something. To insist on that. Настаивать на чем-то. Yeah, exactly. Ассистент настаивал на этом. To major in biology. I wanted to major in biology. Я хотела бы выбрать специализацию, да, я бы хотела специализироваться в биологии, да, сконцентрироваться на биологии, в этой области развиваться. To major in something. А как будет специальность в университете? A major. Yes, that was my major. Это была моя специальность в университете, специализация. Alright, illiterate. Illiterate. He is so illiterate. Он такой вообще неграмотный, вообще кошмар, да? Illiterate, неграмотный. И литературу он тоже не знает. Ну, в общем-то, неудивительно. Right? Competitive. 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 Конкурентоспособный. Да? Competitive. Только конкурентоспособный человек может создать компиляцию из if. Alright? Поставьте, пожалуйста, на паузу, еще разочек проговорите вслух фразы на английском и сразу же с русским переводом. Alright, thank you very much, отлично, супер. Тогда наоборот, давайте скажу по-русски, сразу же говорите по-английски. Выпуститься из университета. To graduate from university. Окончить школу. To graduate from school. Yeah, absolutely right. А перенести по расписанию. Это включает в себя некоторый риск. Reschedule. Reschedule. Перенести по расписанию. Подавать заявление на что-то. Подавать заявление на получение айфона. To apply for something. Alright? Супер. На постоянной основе. На регулярной основе. On a regular basis. We do it on a regular basis. Right? Стипендия. A scholarship. A scholarship. Alright. Супер. А практика? Практика в университете. My internship program. Internship program. Супер. Годичный отпуск. Годовой академический отпуск. A gap year, так как пробел, да, a gap year, есть какой-то пропуск. A gap year, alright? Настаивать на чем-то. Они настаивали на этом. They insisted on that, right? Она может специализироваться в экономике. She can major in economics, for instance, right? Супер. Неграмотный. Он неграмотный. Он такой неграмотный. He is so illiterate. Illiterate. И литературу не знает тоже, да? Alright. А конкурентоспособный. Конкурентоспособный. Компиляция из if, да? Competitive. He is competitive. Alright. Супер. Теперь, пожалуйста, посочиняйте ваши собственные предложения с этими же самыми словами. Ну ладно, уговорили. Давайте покажу вам свои примеры. А потом напишем свои. Итак, I graduated from university 5 years ago.
Я выпустилась из университета, то есть я окончила университет 5 лет назад. He must know who Lomonosov is. Он обязан знать, кто такой Ломоносов. Otherwise, he must be illiterate. В обратном случае, да, в противном случае он должно быть просто неграмотный, да, не умеет читать. It's strange that she tried to reschedule a group lesson. Это странно, что она пыталась перенести групповое занятие. Странно, да? Right? When I applied for this study program, it was brand new. It must have been very popular. Well, I don't remember now, but it must have been very popular. Когда я подавала заявление на эту обучающую программу, да, программу обучения, она была совершенно новая, brand new, совершенно новая, только новехонькая, вот буквально только что придумали. It was brand new. It must have been very, very popular. Должно быть, она была популярна. Ну, видимо, я уже не помню, да? I don't remember, probably. It must have been very popular. I'm so tired. I need a gap year. Or 5 of them, just to be sure. Я такая уставшая, я так устала, мне нужен годовой академический отпуск. Или 5. 5 лет. 5 gap years. Просто чтобы наверняка. Just to be sure. Просто чтобы было точно наверняка. I wonder who decided that our scholarship is enough to survive. Интересно вообще узнать. Интересно было бы поинтересоваться, кто решил, что наша стипендия вообще является достаточной для выживания. Who decided that it is enough to survive? It is so boring to study things that you are not interested in, especially on a regular basis. So it's important to find those which you really like. Это так скучно изучать вещи, которые нам не интересны, в которых мы не заинтересованы. Особенно на постоянной основе, да, изо дня в день, on a regular basis. So it's important to find those which you really like. Поэтому очень важно найти те вещи, в смысле, да, те вещи, которые нам правда очень нравятся. Right? I wanted to major in economics and business administration. Я бы хотела специализироваться на экономике и бизнес-администрировании. Fortunately, my parents didn't insist on choosing this university. It was my choice. К счастью, мои родители не настаивали на выборе этого университета. Это был мой собственный выбор. It was my choice. Right? So it's hard to be competitive in this field. A bit of magic comes in handy. Это сложно быть конкурентоспособным, да, в этой области, in this field, in this professional field. Немножко магии приходится очень кстати. Comes in handy. Да, приходится кстати. Comes in handy. One can study a lot, but never learn a thing. Человек может очень много учиться, но никогда и не научиться ни единой вещи, да, but never learn a thing, right? Do you agree? I hope so. My internship program has been very interesting. Моя программа стажировки, моя программа практики была, вот только что, вот буквально только сейчас, да, has been, была очень интересной. It has been very interesting. Alright, super. Теперь, пожалуйста, поставьте на паузу и посочиняйте ваши собственные предложения с этими словами. Alright, super. Теперь отлично, мы можем их использовать активно в нашей речи. Прекрасно. Then thank you very much for watching and see you next time. Bye-bye.